Я ей сказала, что, Лер, может приехать мама. Никто не заберет. Так получилось, что мама ушла из семьи. 2 года назад. Да. И 2 детей записаны на него. Случись что, она получит все выплаты. Я хочу лишить ее родительских прав. Лишать родительских прав меня не за что. Скучаю очень. Но вы за 2 года видели ее 2 раза. Не бирюльки это! Поиграла, бросила, вернулась. Отдайте нам ребенка. У нее были трудности. Какие? Вы? Нет. Это женщина, которая родила вам ребенка, который записан на человека пропавшего. А что же вы не хотите рассказать, что на вас сейчас открыта уголовная статья? Я нашел пластиковую карту. Ну и воспользовался ей. Это хищение, это обычная кража, да. А на что вы живете? На мою зарплату. У вас зарплата 25, у мамы пенсия сколько? Я не знаю. Вы же ее тратите. Давайте у нее и спросим. Не конкретно мы. Светлана, идите Тратим. к нам, пожалуйста. Добрый день. Мне кажется, звание самого наглого человека можно смело отдавать нашей сегодняшней героине. Да. Посмотрим. Сегодня в нашей студии Елена Мальцева из Ярославской области. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Я так понимаю, что вы воспитываете свою внучку. Да. Давно? Уже 2 года. Как ее зовут, сколько ей лет? Звать ее Валерия. Ей уже полных 6 лет. Вот. А мама-то где, Валерия? Мама... Так получилось, что мама ушла из семьи. 2 года назад. Да. Решила устроить свою жизнь. Ага. Ребята разошлись, мой сын с ней. И для того, чтобы, как говорится, подняться на ноги, она на время оставила ее. И это время продолжается до сих пор. Слушайте, а до того, как она пошла устраивать свою жизнь, они все у вас жили? Да, мы жили вместе в одном доме. В одном доме? Да. То есть ваш сын, она и маленькая Да, девочка? они жили вместе. А как они сошлись, почему разошлись? И были ли в браке? Они были в браке. Было все хорошо. Вот родилась Лерочка. Жили. Но самое страшное стало то, когда мы стали жить вместе. Люда начала просто-напросто, изменять Саше. А вы откуда знали, что она Мы изменяет? живем в небольшом поселке. У нас То есть все знают все? Да, и даже бывали случаи, что например, я встаю среди ночи, а ее нету, лежат подушки под одеялом. Вы шутите? Нет, это серьезно. То есть она было прям так. подкладывала подушки под Да, и одеяло? уходила. А сын ваш где был? Он спал. Вы с ним-то разговаривали? Что он говорил? Разговаривали. А Он он говорит, что? мам, я люблю ее. Может остепениться. Конечно, они ругались. Бывало ругались. Так они разошлись или нет? Нет, на данный момент они не разошлись. А почему? Саша на СВО и пропал без вести. Они, по-вашему, разошлись, но не развелись еще до того, как он ушел на СВО? Да, А она сейчас числится его женой? да. И, естественно, это его ребенок. Это его ребенок. А я знаю, что у нее еще ребенок Да, есть. будучи, как говорится, в поисках новой жизни. Когда она ушла? Да. Она же ушла встретила личную жизнь строить. Да, встретила другого мужчину и родила от него еще одного ребенка. То есть Лера живет с вами, Да, а у нее там еще маленький ребенок. да, годик уже. Подождите, если они в законном браке с вашим сыном, Совершенно верно. На кого записали ребенка? Записали на моего сына. Так она с ним живет сейчас, с этим мужиком, с отцом своего Да, второго ребенка? Вот он на экране. То есть и мужик этот не отрицает, что в свидетельстве о рождении его собственного ребенка записан какой-то другой мужик? Ему так нормально? Видимо, да. подождите, я сейчас пытаюсь вот что понять. Поскольку они не в разводе и 2 детей записаны на него, случись что, она получит все выплаты. Да, И за себя, и за 2 детей. да, она уже сбегала в военкомат. Да вы что? Да. Простите, пожалуйста, смотрите, но ведь она, я так понимаю, какие-то пособия на ребенка получает? Да, она получает детские пособия. С вам она марта их месяца отдает? она оформила.
Вот. Мне она дважды переводила пособие на Леру, и ту, которую я выбивала из нее. 2 раза перевела полностью пособие, а 3 всего лишь 5000. Вот, грубо говоря, 40 тысяч она вот за, вот за всё какие-то время. легальные основания, доверенность там есть у вас, чтобы ребенок с Нет, вами жил? доверенности у меня, к сожалению, нет, вообще никаких. То есть случись что, в поликлинику с ребенком пойти? Да. Если, как говорится, не в поликлинику, не в детский садик. Лере сейчас исполнилось 6 лет. Так скоро в школу, через Плюс год. еще, да, в школу и подготовка к школе. Я хочу понять, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы она определилась, забрала ребенка к себе, или вы хотите, чтобы девочка осталась с вами, но ее тогда нужно лишать родительских прав? Я хочу лишить ее родительских прав. Давайте мы пока посмотрим, как вы с девочкой справляетесь. Ты сильно, вот руль не заворачивай сильно, постепенно делай круг. Постепенно, постепенно, постепенно. Приобрели велосипед, учимся кататься. Вот. И уже довольно-таки неплохо получается. Мне по ногам. Как здорово у тебя получается. Стараюсь во всем, как говорится, угождать ребенку, вот, чтобы ни в чем не нуждалась и не чувствовала отсутствие родителей, не переживала об этом. Люблю ее безумно. Она у меня самое лучшее солнышко на свете. Живем мы с Лерой в этом небольшом доме. Лера мне хорошо помогает. Вон одуванчик из-под ног у себя выдерни там. Лера, что мне делать? Не мешать. Отлично. Это у нас зал, но больше она как игровая у Леры. Она любит творчество, очень любит. Вот. Она даже иногда поет. Это наша спальня. Здесь у меня находятся Лерины вещи. Мама ничего не покупала. У нее есть много игрушек различных, поэтому вот мы корабль с ней собирали. Но еще не осилили до конца, потому что как Саша пропал без вести, я немножко выбилась из колеи. Этот уголок мне сейчас помогает в ожидании сына. Пресвятая Богородица, ты находишься рядом с моим сыном. Спаси и сохрани его. Приведи его в отчий дом. Постоянно молюсь, прошу, чтобы Бог вернул ребенку отца. Я ей сказала, что, Лер, может приехать мама, и тебе придется уехать, с ней. Никто не заберет. Папа приедет. А мама-то вообще приезжает? Нет, за все время она приезжала дважды. И вот за эти 2 раза она привезла 2 игрушки ей всего. Больше она ее не видела. Однажды мы встретились на остановке. Лера ее не узнала. Я всеми силами старалась, как говорится, найти ее номер телефона. Она, поменяла номер телефона, сменила. Я искала через, как говорится, знакомых как-то, что-то. Вот. В итоге нашла номер, чтобы они общались. Я хотела, чтобы мама любая нужна. То есть это ее желание не видеть своего ребенка? Видимо, да. Вот. Я обратилась в опеку. Они мне посоветовали обратиться в суд, составить иск на лишение родительских прав. Но в суде мне отказали, потому что я незаконный представитель ребенка. Если все так, как что вы рассказываете, правда, то я не понимаю ни на секунду мотива Людмилы приехать к нам на программу. Давайте ее позовем. Вот что вы так врете? Там на видео и плед я покупала ей, там и вещи, которые, Какие? Она уже 3 раза выросла из тех вещей. Здравствуйте. А вы зачем приехали? Найти мужа и ребенка вернуть. Ага. То есть вы хотите забрать дочку к себе? Да. А почему вдруг спустя 2 года вы решили ее забрать? Нет, я изначально хотела ее забрать. А что не забрали?
У меня изначально не было возможности. То есть не было, во-первых, куда забрать. Не было условий в квартире. Вот. Так, а сейчас появились. Да. Давно появились-то? Да, уже год, но я не могла туда приезжать, потому что была беременная. Я даже до больницы не могла доезжать из-за токсикоза. А зачем вы забеременели и родили другого ребенка, если у вас дочка ваша живет не с вами, поскольку у вас нет условий для того, чтобы ее к себе забрать? То есть для одного ребенка у вас условия есть, для нового, а для старого ребенка условий нет? Так получается? Нет, для обоих есть. А почему тогда Лера с бабушкой живет? Просто так получилось, что я встретила Ивана и познакомились с ним, и я переехала в квартиру его мамы. Вот. Подождите, я ничего не могу понять. Вы были замужем, верно? Да, Вы жили с Сашей. да. И Но мы вдруг с ним вы- расстались. И вдруг вы встретили Ивана. Нет, мы с ним расстались сначала. А почему расстались-то? Там сложная ситуация такая. Какая? Он мог сказать, что я типа пошел в магазин и пропасть на 2-3 дня. А зачем вы ночами подушки оставляли, когда убегали? Подушки. Ну, мама Александра сказала нам, что вы женщина, которая любит поискать другого мужчину, находясь в браке. Нет. Поэтому, да, вы когда ночью уходили, вы вместо себя оставляли под одеялом Никуда я подушки. ночью не уходила. Уходила. То есть этого не было. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот он уходил, вы расстались, да? А зачем вы второго-то ребенка на него записали? Как мне сказали в ЗАГСе, что это пока я состою в браке, что это автоматически. Автоматически да, но если вы привели своего нынешнего хахаля, отца ребенка вашего, за руку в тот же самый ЗАГС и сказали: вот папа, записали бы его. Этого я не знала. Вы можете, находясь в браке, записать ребенка на того, от кого действительно его рожали. Я этого не знала. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы расстались до того, как Александр ушел на Да. фронт? Если, не дай бог, он погиб, вы рассчитываете на выплаты? На ребенка? То, что положено, да. Подождите, Если, если положено, то да. Если нет, Подождите, то вы нет. законная супруга. Вам вот случись что? Вам выплаты тоже будут положены, и они не маленькие. Вы эти деньги возьмете? Ну, если положено, то да. Вам положено, дорогая моя, жить с ребенком со своим. А Вам вы этого не положено, если делаете. так получилось, что вы не живете с ребенком, сделать так, чтобы бабушка, которая по факту является опекуном, была им и на самом деле. Вам положено деньги, которые вы получаете от государства за ребенка, перечислять ребенку. Это вам положено. А на все остальное у вас губа отросла большая. И вот я пытаюсь понять, почему. Спокойно, Саша, спокойно. А вы куда ушли-то, кстати? Когда ушли из семьи, куда ушли? Я не ушла, меня выгнали. Кто вас выгнал? Сестра, тетя Лена, тетя Оксана. Написала буквально: у тебя есть пару дней, чтобы собрать вещи и уйти. И что, а кто она такая, почему вы ее послушали? Она причину-то тебе сказала. Она хозяйка этого дома. С чего это вдруг сестра взбеленилась настолько, что сказала: уходи из моего дома? Что произошло-то? Я не знаю. Я работала, и после работы могла зайти к подруге. И Приходила. не приходить 2 дня. Я приходила. Елена, из-за чего ваша сестра вдруг ополчилась на вашу невестку? Она ей сказала, что хватит шляться. Если хотите, можете уйти вместе. Вот, всей семьей. Вот. Но претензии лично к тебе. И она собралась, Она собралась использовала и это как ушла. повод и ушла. Да, и она ушла. А куда вы ушли-то, мне интересно? Ну, у меня есть в Ростове старая квартира. Там дядя проживает. Но там, я говорю, для ребенка не было условий. А что значит не было условий? Ну, там нету света, нету газа. Сколько времени прошло, и вы встретили Ивана? Да буквально меньше месяца. А почему сразу не пошли к Ивану жить? Как так сразу? Ну, мы с ним сначала знакомились, общались. А вы по дочке не скучали, что ли, совсем? Скучаю очень. Подождите, но вы за 2 года видели ее 2 раза. Ну, не 2, чуть больше.
Сколько? Чуть больше, сколько? 2,5? Когда еще на остановке она вас не узнала. Как вы думаете, вы сейчас появитесь такая мама? И заберете ее, что ли? Нет. А как? Конечно, нет. А как? Конечно, ну, ей надо сначала Что? привыкнуть ко мне. Вы даже не удосужились оставить ребенку свой номер телефона. Вы уехали, сменили номер телефона, и Елена не могла вас найти. Это как вообще? Объясните мне. А? Че молчишь-то? Пока мама соображает, что ответить по поводу ребенка, мы сейчас у ребенка спросим, что она думает по поводу мамы. Я 2 года скажу. Мне нравится. Бабушка мне булки покупает. Ну, какие я попрошу. А ты маму помнишь? Вообще не помнишь? А папу? Веселый. Он всегда играл со мной. Я по папе скучаю. А по маме? Она сама уехала. Пошла на работу и все, больше не вернулась. Она плохая. Она мне только 2 игрушки подарила, и все. И на день рождения мне ничего не дарила тогда. Вообще ее видеть не хочу. Я бы не хотела, чтобы она даже приходила. Я не люблю. Я хочу, чтобы папа вернулся. Я хочу, чтобы мы были с бабушкой, с папой и с дедом. И мамы чтобы не было. Она больше никогда не приедет. И надо следить за мелким. Если она бы каждый день приезжала, то я бы ее не забыла. Она уехала и теперь не проявляется. Я чувствую, что меня бросили. Я пообщалась с Лерочкой. Здесь действительно девочка маму не помнит. Травма нанесена, Людмила, непоправимая. Людмила, вам сейчас не надо забирать дочь, отрывать ее, и для нее это будет сильнейшая травма очередная. Нам бы с этим сейчас справиться, потому что она, когда мы говорили о вас, вот даже здесь было заметно, как она сразу закрывалась со мной, но вообще об этом говорить прям отказывалась. Про папу она улыбается, про папу она готова со мной разговаривать, а от вас она совсем закрыта. Вы, конечно, нужны своей дочери. Нужны. Но делайте теперь это аккуратненько. Потихоньку. Потихонечку. Дайте ей привыкнуть. Подождите, а зачем? Вы сказали, что травма нанесена, верно ведь? Да. Первое. Второе. Как по-вашему, мама, которая хотела бы избежать такой травмы, вела бы себя так, как вела себя эта мама? Вы просто сейчас сказали, что у нее есть шанс. Нету у нее и не будет никакого шанса. Не бирюльки это. Поиграла, бросила, вернулась. Александр, быть матерью, шанс у нее останется. Другое дело, какую форму это будет иметь. Конечно, сейчас вам лучше восстановиться самостоятельно, встать на ножки, решить все вопросы. У вас поддержка вообще какая-то есть? Где ваши родители? Погибли. У нее есть поддержка, это ее мужик. Вы знаете, я, кстати, в этой ситуации абсолютно спокойно объясню, почему. Это же очевидно, она ничего не будет делать. Никакого потихоньку не будет вообще. Ничего она делать не будет, хотя бы потому, что если она ничего не будет делать, это максимально выгодная позиция, в которой она оказалась. Она по-прежнему замужем. Случись что, выплаты будут ей не только на одного ребенка, но и на второго тоже. Она очень хорошо устроилась. Я считаю, что здесь нужно прямо сейчас сделать все, чтобы их развели, раз, пока его статус без вести пропавший, чтобы ее лишили родительских прав на этого ребенка, 2, чтобы маленького ребенка записали на реального отца, 3. Вот что нужно сделать на самом деле. А сидеть и говорить о том, что она может еще стать мамой, да она уже стала мамой, только для другого ребенка. Давайте посмотрим. Лапки давай. Сейчас к папе приедет. Ух ты! Понравилось? Понравилось?
Морда, ты довольна? Пока-пока. Это наш сын, Женя. Активный образ жизни ведет малыш. Мы планируем забрать Я собираюсь ее забрать, и также будем с ней гулять, заниматься. Я хотел бы, конечно, чтобы у нас появился второй ребенок, и третий, и четвертый, конечно, и Людмилиного мы хотели забрать. Живем у моей мамы, квартира двухкомнатная. Вот тут ее комната. А сами мы живем вот в этой комнате. Когда Евгений родился, мы приобрели кроватку, купили, сами спим на этом диване. Мама всегда подойдет, там, накормит, поменяет. Поменяет она его вот здесь на пеленальном столике. У нас этот столик был, нам не пришлось его приобретать. Никогда ему ни в чем не отказываем. Игрушек у нас много, разные. Есть машинки, башенки, мягкие игрушки. Вот недавно купили новый бодик. Дочке вещи никакие ей не отправляла. Там бабушка ей покупает, да. То есть я отправляю денежку, а она покупает. Ну, в планах у нас забрать ребенка, конечно же, сделать игровую комнату. Вот, мне кажется, вот здесь вот это будет очень неплохо смотреться. Тут у нас кроватка может встать. И мне кажется, мы здесь все уживемся, и все будет у нас хорошо. Она часть нас, часть семьи. Да, как-то так. У нас условия намного лучше, чем там. Лишать родительских прав меня не за что. Я очень по ней скучаю. Очень хочется и обнять, и поцеловать, и поспать вместе. И поспать, и поцеловать, и обнять. Кровать-то для ребенка есть? Нет, еще пока. Иван, идите к нам. Вы сами все видели, мы нормально живем. У нас все в порядке. Отдайте нам ребенка. Я думаю, что у нас получится воспитать ребенка. Второго. Опыт у меня есть. А откуда у вас опыт? У меня есть свои дети. Ну, конечно, брак у меня не удался, но я как бы принимал участие в жизни своих детей. А сколько у вас детей? У меня 2 помимо детей. А сколько им? Одному 17, другой 10. Это от первого брака? От разных. А вы им помогали? Конечно. Алименты платили? Да, плачу до сих пор. И долга нет? Есть. Какой долг у вас сейчас? Ну, около 200 тысяч. А зачем вам, Лера? Объясните мне, пожалуйста. Да как это зачем? Ну, я не могу так, смотреть. Как? Ну, это мой ребенок. Ну да, это ее ребенок. Как бы это нормальное явление, чтобы она была с нами. Она – это ваша сожительница, верно? Да. Она за 2 года очень редко вспоминала, что это ее ребенок. У нее были трудности. Какие? Вы? Нет. А какие? Сначала она искала себя, искала жилье. Ее выперли из дома, как я... Потом она забеременела, у нее были трудности. Понятно. Еще. А зачем она забеременела, когда у нее ребенка некуда было взять того, который уже был готовенький? Ну, вы знаете, это происходит, не запланированно. Я знаю, как это происходит. Вот, это происходит незапланированно. А вы с ребенком знакомы, нет? Да. Знаком, но не прям вот, знаете, чтобы там, мы прям дружим. Слушай, она маму не помнит. Как, по-вашему, она к вам отнесется? Со временем. Почему ваш ребенок, это же ваш ребенок младший? Да, конечно, да. А он не ваш? Почему он не ваш? Нет, в смысле, вот этот мой? Да, не Нет, ваш. не ваш. Как это не мой? Ну, я не знаю как, но он не ваш. У него в этому свидетельстве о ребенку рождении никто. вписан другой человек. К сожалению, так работает у нас, структуры. Нет, у нас так А структура сколько- не работает. Записывают Сколько ребенка- вашему ребенку? Этому? Да. Год. Вы за год могли сделать все, чтобы он стал вашим, но вы этого не сделали. Нужен юрист. Нужен юрист. У нас и, в городе- если я не ошибаюсь, нужен отец. Точнее, не Нет, отец, нет. а ее муж. Не нужен. Это Нужен есть, юрист. У нас в городе я не нашла юриста. Ни одного. Нет, У вас нет в городе юриста. нет. Нет, юристы, естественно, есть. Ну- Но те, которые непосредственно хотели бы заняться этим вопросом. Иван, дорогой мой, значит, сейчас ситуация выглядит так. Это женщина, которая родила вам ребенка, который записан на человека пропавшего, да?
Случись что, она придет в военкомат и получит денежные пособия на себя и на 2 детей, включая вашего. Вы эти деньги примете? Я лично нет. А она? Но почему бы нет? А ей положены эти деньги по совести? Ну, Нет. А почему тогда их вы берете, знаете, если они вам по единственное, совести? ну, я интересовался только в том, что, ну, что она будет делать с этими деньгами. Она сказала, что, ну, с бабушкой она, ну, с мужа, мать, ну, со свекровью, со своей, нынешней еще пока. Ну, она, я так понимаю, собирается с ней эти деньги как-то, ну, поделить. Поделиться. Да. А зачем ей надо делить, если эти деньги Ну, по потому совести что- никакого отношения к ней не имеют? На момент, когда он ушел, вы уже были вместе. За что ей получать эти деньги? Меня приманило это только тем, что можно купить квартиру ребенку. Если ребенку надо Ну, будет... если мне её не ребенку отдают, надо а там будет условий купить нету. квартиру, ему бабушка купит эту квартиру. Людмила, вы уже сами понимаете, что вы не можете быть хорошей мамой для своей же родной дочери. Вы уже достаточно покалечили ей психику, вы слишком много нанесли ей вреда, и мне кажется, вам пора уже сжалиться над ней. Пускай она там живет, а вы уже со своей стороны теперь, как мама, если вы ее действительно любите, вы должны завоевать ее любовь. Вы должны теперь все начинать с нуля. Вы должны налаживать как-то контакт, с ней общаться потихонечку, заслужить доверие бабушки. А сейчас вот надо, наверное, отпустить. Иван, вы сказали, что у вас долг по алиментам. А у вас были какие-то суды по этому поводу? Да. А какое было административное наказание вы получили? Да. Что было назначено? Как вас наказали? Принудительными работами. И вы отработали? Да, конечно. И никаких других проблем, кроме как по алиментам, у вас с законом не было? Нет. Есть в жизни вашей сожительницы один мотор. Если бы не эта женщина, вы бы сейчас вместе не сидели, за ручки не держались. Я имею в виду сестру Елены, Оксану. Так вот, эта Оксана, которая двигатель вашей совместной жизни, она приехала сегодня к нам и что-то про вас раскопала такое. Нам даже самим интересно, что. Давайте у нее узнаем. Иван, а что же вы не хотите рассказать, что на вас сейчас открыта уголовная статья? Какая? Сейчас? Да, сейчас, за кражу. Что же вы не хотите об этом всем рассказать? И вообще, прежде чем ребенка забирать, имя выучи ребенка. А нам можете рассказать, что это за информация, где вы ее взяли? Информация, до нас дошли слухи Ну, это же слухи. на сайте Ростовского суда. Посмотрите на Это и сайте. есть 158-я статья. Через 30-ю. Что это? То есть Это кража и незаконченное дело. Вы что-то нам хотите об этом рассказать, нет? Нет, без комментариев. Почему? Ну, потому что мы сейчас не это обсуждаем здесь. А Я как же считаю. не это? Вы хотите ребенка себе забрать? Как не это-то? Задаю еще раз вопрос. Что это такое? Я нашел пластиковую карту. И? Ну и воспользовался ей. Если даже снимаешь там 10 рублей либо 100 рублей с карты, то это третья часть, это однозначно, да. Но это мошенничество. Нет, это Кража. хищение, это обычная кража, Кража, да, тайное хищение чужого имущества. А какой срок вам грозит? Условный. А с наркотиками у вас какие отношения? Никаких. Ну, честно признаться, было когда-то, я пробовал, но сейчас, я не употребляю. А давно? Лет 5, может, назад. 4 точно. 3-4 года точно тому назад. У меня не было зависимости, у меня есть справки от врачей, от нарколога, психиатра. У меня нет зависимости и, в общем, у меня с этим сейчас никаких отношений. Мы же, естественно, опросили наших самых верных, самых лучших экспертов, соседей ваших. Давайте посмотрим. Наркоманничали вообще, я не знаю, это было черти что. Ваня, да, было у него. Потом что-то его посадили из алимента, он тут сидел вроде немного какой-то период. Пивом идут, гуляют, пиво пьют, ребенком гуляют. Во-первых, бывший наркоман, он тут хвастался, что его лечили, когда тут когда сидел, да? Видели со второго этажа их, вот тут они дали закладки. Тут постоянно машины какие-то стояли, эти вот такой у меня. А недавно вышли они, и тут же мужик к ним пошел, что-то они по карманам друг другу. Может, он деньги, а наркоман, понятно. У него неадекватный. Бывают припадки, у него орет как бешеный, кидает, бросает,
как-то мать на него жаловалась, что он зеркало разбил. У них же там тараканье, и собака, и тараканье, и вообще бардак. Ведь никто не работает. Мне надо сюда ребенка. Ни денег нету, ни голодают. Я вам подкармливаю, потому что у нас огородик есть. Я там то кабачков ей дам, то огурчиков. Они родили ребенка. С пивом совсем, вот здесь вот. Он никакущий. Заносит это вот на коляске, тут же сигареты в зубах. Это смотреть страшно, конечно. И она тоже, и вот друзья, товарищи уходят, приходят, тут вот все это вот. Потом вот начинают его вот этого ребенка грудного в коляске заносить. То есть они там по полной программе. Мы их все зовем наркоманов. У них маленький ребенок, я не знаю, как он-то выживет. Его надо забирать, а не кого-то еще им потерять. Это как? Не знаю. У них, может, осталось какое-то впечатление о нас. Но такое. какое осталось впечатление, если они видят вас сейчас бухими, с маленьким ребенком в коляске? Пить мы не пьем вообще. Понятно. Не наркоманим. А на что вы Это живете? точно. На мою зарплату. А какая у вас зарплата? Ну, если со всеми вычетами, ну, 1025-30. И вам хватает? Нет, конечно. Пенсия у мамы еще есть. У мамы еще пенсия, конечно, да. Вы живете на мамину пенсию? Ну, Нет, непосредственно не... Нет, в основном на Ванины деньги. Да. Вам зачем этот ребенок? Объясните. Не знаю, может, поменял бы нашу жизнь. Какую вашу жизнь она должна поменять? У нас что, плохая жизнь? Нет, неплохая. Ну, я имею в виду, что, ну, как-то мы стали бы, может, посерьезнее. Действительно. А сейчас вы Более... Нет, я имею в виду, что более серьезнее. А сейчас вы недостаточно серьезны. Не могу сказать. Сколько тебе лет? 35. Тебе 35 лет. У тебя двое детей на стороне, третий здесь, на тебя не записаны. У тебя проблемы Нужен чужой, чтобы стать серьезнее. Проблеме, да, с Эльми. Тебе нужна 6-летняя девочка, чтобы стал серьезней? У вас зарплата 25, у мамы пенсия сколько? Я не знаю. Вы же ее тратите. Давайте у нее и Не спросим. конкретно мы. Не конкретно мы. Светлана, идите Тратим. к нам, пожалуйста. Терку. Какая у вас пенсия, здрасте? 40. А почему у сына зарплата 25? Ну, у меня-то пенсия северная. Вы же сюда вышли за сына заступиться, да? Он хороший, мы все плохие. Почему? Я не знаю, почему. Они оба хорошие. То есть они оба хорошие? Да. Претензий у вас к ним нет? Нет. С ребенком справляются, живут хорошо? Справляются. И считаете, что надо еще забрать ее дочку? Да. Почему? Чтобы была полноценная семья, и чтобы ребенок привыкал к семье. Угу. У бабушки хорошо. Так. Но с мамой лучше. А где мама 2 года-то была? Мама искала жилье. Где жить? Но это ж не игрушка, что на 2 года бросила, а потом пришла, вспомнила, что есть, и забрала. И при этом еще спокойно родила 2-го. Ну, то есть это верх цинизма. Нет, это не цинизм. А что это? Это семья. Логично. Где там семья, если ребенок не на него записан? Где там семья, если они не женаты до сих пор? Вы о какой семье говорите? Но они пытаются оформлять все это. Они ничего не сделали для этого. Соседка сказала, что вы ей рассказывали, что у него случаются какие-то приступы ярости, что он разбил зеркало, что он скандалит. Это что такое? А, это когда он выпил. 1 раз? Да. А он нам говорит, что они не пьют вообще. Но они не пьют. Это он пришел выпивший. Угу. И разнес все. Ну, не все разнес, а вот зеркало схватило. И... Подождите, вы же нам до программы говорили, что невестка ваша заворотник-то закладывала, пока вы ей не сказали, что ты делаешь, ты же беременна. Был такой? Было. Сейчас не пьет? Нет. Мне интересно, что думает по этому поводу орган опеки, разумеется. Давайте посмотрим.
К нам поступило обращение из Ростовской межрайонной прокуратуры, куда обратилась бабушка по вопросу оказания содействия в установлении, скажем так, социально-правового статуса ее несовершеннолетней внучки. Бабушка указала в заявлении о том, что мама ребенка устранилась от воспитания ребенка. Мы в соответствии с законом вышли подтвердить факт отсутствия воспитания со стороны матери, выехали на обследование по месту фактического проживания. Естественно, у ребенка там все создано для ребенка, все условия. Эти все моменты были отражены в акте обследования и принято решение направить информацию в полицию с целью проведения проверки по факту устранения мамы от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Бабушке мы оказали содействие в написании искового заявления, помогли, скажем так, правильно составить его. Назначена подготовка по исковому требованию бабушки по вопросу ограничения прав. И мы заявлены как участники процесса. Будем давать заключение и поддерживать сторону истца, потому что факт действительно установлен. Законными представителями являются исключительно родители, мама и папа. В этой ситуации действия в интересах ребенка, поскольку установлено, что бабушка осуществляет родительские обязанности, у ребенка все хорошо. На данном этапе, до, скажем, принятия процессуального решения, мы взяли на себя, скажем, такую некую ответственность и оставили ребенка, скажем так, право проживания с бабушкой. Молодцы, что оставили. Все правильно. Только вам надо ускорить процесс и говорить не об ограничении родительских прав, а о лишении сразу. У вас есть полномочия. Но вам предстоит еще разобраться со вторым ребенком. Именно из-за тех обстоятельств, которые мы осветили в нашей программе. Если по старшей девочке у меня практически нет сомнений, что суд станет на сторону бабушки, то меня очень обеспокоила судьба младшего ребенка, да, Женя. Обязательно тоже с опекой свяжусь, чтобы уже под свой чуткий контроль они бы взяли судьбу ребенка. Людмила, что бы я вам советовал, на самом деле вам придется, если, не дай бог, я говорю, еще человек погиб, то вам придется договориться все-таки об этих выплатах. Почему? Я объясню. И, соответственно, отдать выплаты Елене, которые на ребенка, и которые ей положены. Почему? Потому что, если не получит Елена своих выплат, она вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением, то, что в отношении нее и в отношении ребенка, в отношении Леры, может быть совершены действия, схожие с мошенническим действием, ввиду того, что вы уменьшили соразмерность выплат как Елены, так и Леры, тем самым вписав по подложным документам ребенку Александра. Конечно, ни от чего они не откажутся. Ни от чего. Потому что главное, реально главное, что есть в жизни, по крайней мере, молодой части этой семьи, это абсолютная, безусловная любовь к халяве и к себе дорогим. Он некоторых несколько раз бил по голове, и меня в том же числе. Иван приносит в школу оружие, которое стреляет, травматическое. Канцелярским ножом угрожал, тыкал в детей, вымогал деньги. Сюда он мне нож приставлял. Он мне подставил подножку на лестнице. И она упала с лестницы. Ребенок получил перелом. А у тебя есть доказательства, видео? То есть вы с мнением, что ваш сын терроризирует всю школу, не согласны? Один ребенок всю школу. Принес травматический пистолет. Да, у него в жизни не было никогда такого пистолета. А нож? У него не было ножа. Но присутствующий алкоголь в твоей жизни, он мешает воспитанию. У вас нужно отнять детей. Прямо сейчас находится ребенок где? Там, где держат преступников малолетних. Ну, можно так сказать. Юлю поддержать приехал ее бывший уже супруг. Они же развелись, но нынешний сожитель.